Чему учили? Кидать гранаты учили, окопы рыть и стрелять. Вот так вот. Ну и бегать больше. Больше всего мы там бегали. Сначала кружился возле меня, Не очень хорошо спрятали, значит. потом упал. Да, камикадзе был. Камикадзе. И все, и потом полпятки у меня отсекло, и я, короче, соскочил и побежал вперед дальше. А как вы без пятки побежали? В состоянии шока? Да, состояние шока на пальцах. У нас 5 человек было. Угу. Вот. Кто они были по национальности, какие страны? Тоже с разных стран. Некоторые из Беларуси были, а некоторые то ли Таджикистана, то ли с Узбекистана. Что такое. Меня как бы обманным путем отправили туда. Можно так сказать. Потому что говорили... Одно, да? Да, одно говорили, а получилось совсем другое. Вот. И какой выбор? Вот назад они сказали, уже пути нет. С начала полномасштабной войны на стороне российской армии оказались тысячи выходцев из стран Центральной Азии. Среди них есть и граждане Казахстана. Часть из них уже попала в плен украинским военным. Один из казахстанцев, который сейчас находится в лагере для военнопленных в Украине, согласился рассказать, как он оказался на этой захватнической войне. Здравствуйте, меня зовут Адиль, я журналист. Согласны вы дать нам интервью? Да. Спасибо. Вы представьтесь, пожалуйста. Шарапов Георгий Дмитриевич. Откуда вы? С Казахстана. С какого города? Аркалык. Аркалык? Да. Город. Он где расположен примерно? Кустаная ближе. Кустаная, да? Угу. Там вы родились с какого года? 95-го года. 28.08.95. Чем вы там занимались в Кустанае? Жил, работал. В основном на стройке. На стройке, да? Да. Семья там же? Да, семья там. И потом что случилось? В Россию переехали? Да, потом по объявлению нашел работу, вахтовый метод, туда поехал. Потому что там больше платили? Вот. Да, можно так сказать. Ну вот вы 95-го года, да? И сколько вам было лет, когда вы переехали в Россию? Получается, 29 лет было. 29 лет, да. Это получается, да, вот 2024, мне кажется, год, да? Нет, 25-й вроде. В 25-м году? Да. Хорошо. И в какой город вы переехали? Сначала Железногорск, там поработал, потом оттуда в Атяшево, там поработал, и с Атяшева в Тамбов. И что за работа такая? Мясокомбинат. Вот. И на всех, где я был, короче, везде мясокомбинат. Вот. Конкретно что вы делали? Да. Резали, что ли? Как бы сказать, разделывал. Вот так. Где грузчиком работал, где ставили на раздел. Вот так. Вот. И что произошло потом? Потом подписал контракт на войну. До того, как вы подписать контракт, вы что, вам кто-то предложил или вы увидели рекламу? Да, как это произошло? Мне предложили. Говорят, типа, на государство лучше работать, чем на частников, много плюсов. Вот. Какие плюсы? Ну, там по медицине, по этому можно было получить ускоренное гражданство, плюс жилье предоставляли вроде бы. И там по медицине тоже. А кто вам предложил? Вот, мне предложили сотрудники. Сначала этим, как они, сейчас помню, которые гражданством занимаются, как они? Миграционная служба? Да, миграционная служба, потом сами сотрудники. Но это же не их задача отправлять на войну, подписывать контракт. А что они там этим занимались? Не знаю, что и как. Ну, предложили, да? Да, предложили, я согласился. А вы один переехали из Казахстана? Да. Семья там? Да. А кто из семьи там остался? У меня там мама и 2 сестренки. 2 сестренки, да? Вы не женаты были? Нет. Ну, они одобрили ваше желание подписать контракт? Я им не говорил. Не говорили, нет. Да? Я им ничего не говорил. А почему не говорили? Побоялся.
Что, расстраивать их. что будут против, да? Да. Не стал расстраивать их. Ну, вам говорят, вот вы увидели плюсы. Из плюсов было российское гражданство? Да, только я его еще не получал, это гражданство. Не, ну вам обещали за это. Да. И вы пошли, подписали контракт из-за чего? Больше всего. Больше всего из-за гражданства. Не из-за денег. Нет. Хотел А разве переехать. так легальный способ другим нельзя было? Ну, вы же русский по национальности. я Да. так понимаю. Почему нельзя было так? Я не знаю, я об этом не подумал. То есть упрощенный же у вас Да. способ Да. получения гражданства. Вот. Они сказали, типа, если так будешь, ну, просто сам, без государства, короче, вот, то долго ждать тебе придется гражданство. А так легко, да. А так, да, а так ускоренное получаешь. Сколько вы работали в России до В того, Ро- как подписать контракт? В России я где-то проработал 4 где-то месяца. Ну, это было в 25-м году, да? Да, Вы там туда Да. переехали. А, Но уже получается. война шла 3 года. да. Вы слышали, что война идет? Да, не слышали, и родные тоже предупреждали, вот, говорят, Типа, уезжай не иди туда, оттуда, да. наоборот, звали обратно, чтобы я приехал. Вот. Чтоб в России не находился. Не, а ну вы понимали, когда подписывали контракт, что вы идете воевать? Я особо не понимал, потому что мне сказали там совсем другую историю. Типа, пойдешь, ну там по профессии можешь пойти там чисто на войну, короче, не пойдешь, а чисто так в этом будешь, в санчасти, в военной части, короче, находиться. И все. То есть стрелять не будешь, типа такого? Да. Мгм. А в итоге было обучение и отправили. А вы что, поверили им? Ну что? Этому? Да. Ну, все-таки сотрудники. Как Не бы, будут врать, да? да. Не, ну вот 3 года идет война. В новостях, ладно, российских показывают, говорят об этом, что стреляют. Ну, Разве вы не новости понимали, что там особо, может особо новости вообще не смотрел. быть? Не понимали, да? Да. Что там? Ну, вот, насчет этого вообще. Какого числа вы не подписали заинтересовал. контракт? 10.06 подписал, Июня 3.07 Мгм. попал в плен. Да. Через месяц уже попали в плен. Да. Ну, С после момента подписания подготовки. контракта, Да, и как это, всего месяц прошло, да? Да. Хорошо, подписали контракт, и что потом? Деньги дали вам? Нет, деньги не дали. Открыли карточку, сделали временный военный билет. Вот, и все, и отправили. Сначала, получается, на учебку отправили, там обучали. Учебка где проходила? Вот, она в 2 местах проходила у нас. Сначала в Воронеже, а потом вот второе я уже не помню там. Там уже какой-то лес был, туда-сюда вот. На самолете вас туда отвезли? Нет, все на машине. Все на машине, да? Да. Вот так вот. И там обучение проходил. Чему учили? Кидать гранаты учили, окопы рыть и стрелять. Вот так вот. Ну и бегать больше. Больше всего мы там бегали. Бегали и копали окоп. Вот так вот. И после учебки, учебка сама сколько длилась, получается? Она везде по-разному длилась. Не, в И- вашем случае сколько? В моем случае ну, нормально, где-то недели 2, может больше. Вот так вот. И потом? И потом отвезли в этот, уже на фронт. На фронт куда? Меня в этот, в Кременную отвезли. А вот где здесь она находится, вот это я вот не знаю. По карте вот плохо ориентируюсь. Вот. Да, и нам особо не объясняли, что куда. Вот. Просто сказали, вот туда и все. Вот так вот. Ну, вы не один шли, но что, сколько человек? вас было? Да. Нас 5 человек было. Мгм. Вот. Кто они были по национальности, какие страны? Тоже с разных стран. Некоторые из Беларуси Ага. были, а некоторые то ли Таджикистана, то ли с Узбекистана. Что-то такое. И что там было Ничего. во время штурма? Вас послали. Да, нас, короче, послали, и все. Нам как бы открытку надо было пройти и в лес. И там эти блиндажи. Вот в этих блиндажах, короче, надо было засесть для закрепа. М.
Вот. В итоге никто до туда не добежал. Вот, и все, я здесь вот оказался. Почему не добежали? Ну, у нас как бы стал сверху то птицы, эти дроны, Дроны. да, то еще что-то, как это они называются, я забыл. Баба-Яга называют. она. Не бабайга, она как бы типа этого стоит, как она? Ну, туда кидает, она вот так вот летит далеко. М. Типа такое вот. И вы не добежали в том плане, что вы что? Она вот попала, что ли, или вы упали? Не, мы, короче, разбежались в разные стороны. Вот. И я не знаю, где остальные. Вот. Мгм. Вот. И когда засел в кустах, ну, под деревом, вот, пролетал дрон и упал, короче. И, Он вас увидел, да? да. Ну, он увидел, он сначала кружился возле меня, Не очень потом, хорошо спрятали, значит, вы. потом упал. Вот. Да, камикадзе был. Камикадзе. И все, и потом полпятки у меня отсекло, и я, короче, соскочил и побежал вперед дальше. А как вы без пятки побежали? В состоянии шока? Да, состояние шока на пальцах. М. Вот. Побежал дальше. И все, и там уже в плен попал. Там уже вас ждали, получается? Да, можно так сказать. Ну, так. И, получается, 7 июля попали в плен, да? Да. Не 7 А 10 июля, да? 3.07 я попал. 3 на 7. Да. 3.07. Ну вот вы почти год Вот. здесь сидите. Как условия, как вам нравится здесь? Да, нормально здесь. Здесь вот, как рассказывали, типа в плен не попадайтесь, там плохие условия. Ну, короче, пытают, убивают, такое рассказывали. Вот. А вам там рассказывали? Да, нам там рассказывали. А как оказалось? Сказали, лучше в плен не попадаться, а лучше, короче, как они сказали... Застрелиться? Да, вот, короче. Но в плен ни в каком случае не сдаваться вот так. А вам как здесь? И в итоге здесь нормально, никак они рассказывали. Насчет пятки что случилось? Вы обработали его? Да, мне сразу медицинскую помощь оказали, Мгм. вот, обработали и потом в больницу отвезли. Вот, в больнице осмотр сделали и все, и потом сюда привезли. Ну, как вы, жалеете, что пошли на фронт воевать? Ну, зато, как бы сказать, есть и жаление, есть и это, как бы сказать, познание. Вот, осознаешь. Что вы осознали? Ну, осознаешь то, что, как бы сказать, насчет контракта, то, что можно было подумать, прежде чем подписать. Вот. Хорошенько осознать вот это, то, что это нехорошая идея была. Вот. Насчет контракта вот этого, но насчет войны, на то, что ты пошел туда. Ну, это значит, вы сожалеете или нет? Да. Или надо было просто лучшие условия получить? Либо деньги получить? В этом смысле? Не, насчет денег я вообще, как бы сказать, никогда не интересовался. Вот смотрите, вот вы говорите, российское гражданство, вы, может быть, вы хотели, чтобы Россия победила, вот такие чувства, чтобы там Не, патриотизм не, такой не, у меня вдруг закрылся. просто хотелось переехать в Россию и там жить. Только из-за этого. Да, только из-за этого. Вот, а насчет других мыслей я вообще насчет этого не думал. Но у вас до сих пор российское гражданство. Ну, это казахское Да, гражданство. Казахское казахстанское. гражданство. Российское вы не получили, просто его обещали. Да. Вы теперь куда, если вы захотите, вернетесь? В Казахстан или в Россию? Ну, хотелось бы сначала в Россию узнать, вот дадут они гражданство, не дадут. Вот А что с если тобой вы- там будет, вот это тоже вот интересно мне вот отсюда вот, если вернусь туда, вот как там будут обращаться, вот это. Ну хорошо, а интересно. если вот российское гражданство вам дали, вы что будете делать потом? Опять контракт подпишете? Нет, я наоборот не хочу войны, не хочу вот работать там, ну, с этим как солдатом. Вот, я лучше думаю пойти, наверное, обучиться на какую-то профессию, вот, и работать там по этой профессии. Вот.
Вот так вот. А в Казахстан? Хотите возвратиться, нет? Ну, Казахстан не особо. Почему? Ну, Вы же там выросли все-таки. да, это вырос, там много знакомых, вот, ну, как бы, я там много дел просто нехороших натворил. И там, Какие дела? ну, там, У вас что, статья там, что ли? нет, статьи нет у меня там. Просто многим людям, короче, может, наговорил не то, сделал неприятное, вот это вот. Поведения тоже были плохие с моей стороны. А в России с чистого листа Поэтому, можно начать? да. И Поэтому вы такие думаю, вещи вы не будете повторять, Нет. вы думаете? да. Ну, вот смотрите, у вас, вы сказали, 2 сестренки, мать Да. жива, а отец скончался. Это, Нет, он в России живет. Ну, как бы. вы его не знаете, да? Один раз всего лишь видел его. Связываетесь, нет? Не разговариваете, нет? Ну, в телефоне было. Один раз, да? Да. Ну, по телефону так общались и все. Ну вот ваша сестренка смотрит, мама смотрит. Что вы хотите им сказать? Ну, я даже не знаю, Ну, что передать сказать. привет хотя бы. Ну, да, можно передать привет, вот то, что жив, здоров, все со мной хорошо. Вот. Скоро увидимся. А как вы увидитесь, если вы в России будете? Или они приедут к вам? Я планирую, наоборот, их оттуда сюда привезти, в Россию. В Россию, а не в Украину. В Россию, Да, да, правильно? в Россию. Они сами хотят Вот. этого? Они, по идее, нет, не хотят в Казахстане быть. А как вы их перевезете без их согласия? Ну, не знаю. Сначала посмотрю, то лучшие условия сделаю для них. Там дом, работу. Ну, Вот что- для этого, для начала вам надо отсюда вырваться. Да, 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 это все надо отсюда вырваться туда вот. Там уже начинать задумываться о жизни, вот, что о семье, о жизни. Ну вот Такое смотрите, вот. мы другими военнопленными тоже разговариваем, и все они говорят, что не успевали даже стрелять. Вы реально не стреляли, что ли? Да. Вообще не успевали? Или это Мгм. такая самозащита, просто сказать, я не стрелял, чтобы вины не было? Ну да, бывает вот это вот, задумывайся вот насчет этого. Потому что многие верующие тут, а верующим запрещено как бы А вы сами понимать. Я тоже верующий. христианин, Да. православной веры? Да, да. Ну там же, например, нельзя стрелять, не убей, есть заповедь. Да, да, да. А Есть. вы же нарушили. Почему нарушил? Ну, вы на войну пошли? Я пошел на войну, но я с собой все скинул. А сразу скинули? Да. Когда штурм был, вы все Да, скинули? да, да. Я вот когда туда, вперед, когда бежал вперед, я наоборот. Сначала броню снял, потом автомат скинул, боеприпасы все скинул и каску в конце. А вы же уже. не понимали, что вас может ожидать противник, ну, военный, и может вас стрелять, а вы что, не ответили бы, что ли? Стреляли, ничего, живой. Но вы не хотели стрелять, да? Нет. Вы это хотите сказать, что не Да. хотели стрелять? Нет, я сразу все скинул с собой, когда туда бежал. То, что у меня не было мысли, чтобы пойти и кого-то убить. Вот это вот. У меня не было мысли этой. Но все равно пошли Вот. воевать. Да. всё равно Потому подписали что, контракт. видите, меня как бы обманным путем отправили туда. Можно так сказать. Потому что говорили... Одно, да? Да, одно говорили, а получилось совсем другое. Вот. И какой выбор? Вот назад они сказали, уже пути нет. Многие хотели вернуться, когда вот на учебки уже попали. Говорят, нет, у вас только вперед. Вот так вот. И там, говорят, даже никто не поможет. Ну ладно, вы, ну, как казахский гражданин, ну и как тот человек, который русский по национальности, что бы вы хотели сказать тем людям, которые вот вербуют? Хотят отправить на войну, вот, деньги обещают, паспорт обещают. Я думаю, лучше... Это стоит этого? Не, этого не стоит. Это, как бы сказать, говорят одно, а получается совсем другое. Тут вот с многими сижу я, вот, тоже слушаю их истории, и они рассказывают то, что вот им тоже за деньги обещали туда-сюда, а когда они приезжали, вот карточки им делали, у них эти карточки забирали. Такое было, Вот, да? да, даже? такое даже было. Вот. И, как бы сказать, немногие могут вернуться еще назад, вот это вот. Они как бы объясняют одно, а получается совсем другое. Там на мясорубку просто отправляют людей. Вот. А обманным путем, можно так сказать, обманным путем
отправлять людей. Политика Казахстана в отношении участия граждан в иностранных войнах становится все жестче. По казахстанскому законодательству участие в боевых действиях за рубежом может квалифицироваться как наемничество и наказываться длительными сроками лишения свободы. Власти страны уже возбуждали уголовные дела против граждан, участвующих в войне, и неоднократно предупреждали об ответственности за участие в чужом вооруженном конфликте.